Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. В этом ролике вы увидите страшные паранормальные явления, которые произошли в разных точках нашей планеты. Но и перед началом ролика не забудьте поставить свой царский лайк и написать любой комментарий. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем! Следующее видео было снято камерой наблюдения. Девушка говорит, что она забыла что-то в машине и пошла в нее поздно вечером. По ее наблюдениям, какое-то существо посещает их задний двор ночью, и она чувствует себя не по себе. Тем вечером, когда девушка шла к машине, слева видно аномалию, которая, кажется, ходит прямо в их дом. Девушка говорит, что снаружи в этот момент никого не было. А что это было, по-вашему? Реальное паранормальное явление или просто сбой при съемке? Уведомление. В следующем видео пара переехала в новый дом и была насторожена тем, что им постоянно приходят уведомления о движении из разных комнат, когда там никого нет. Они решили установить камеры по всему дому, которые засняли то, что заставило их задуматься о переезде. Давайте посмотрим. Wake up, wake up, wake up, come just open the door. Aren't you waking up? Baby, wake up, wake up! А мне пофиг. Wake up, wake up! Сначала можно увидеть, как Орба перемещается по комнате, но это было не то, что их напугало. Загадочная тень появляется около двери и, кажется, наблюдая за ними. Wake up! Вообще похуй. Они понятия не имеют, что произошло той ночью, но больше они в этом доме оставаться не хотят. Качель. У следующего видео есть предыстория. Тереза страдала от неизлечимого заболевания. У нее обнаружили рак. За ней ухаживала дочь Норма до того момента, пока это было ей по силам. Но потом ей пришлось увезти ее в хоспис, где она погибла. Отец девушки тоже скончался. Но уже после этого в их доме произошло нечто странное. Норме пришло оповещение на телефон о движении на заднем дворе. На крыльце, а именно на качелях, действительно что-то было. Едва уловимая фигура будто идет к качелям, садится и начинает покачиваться, исчезая на глазах. Девушка рассказала, что это качели ее отца, на которых он любил курить. Когда она показывала видео своим родственникам, они подтвердили, что это может быть дух ее покойного отца. Норма говорит, что ее родители таким образом приглядывают за ней. Это не норма, это... Паранормальный дом.
Молодая пара из Мексики утверждает, что в их доме ежедневно происходят паранормальные явления. Внутри движутся предметы без видимой на то причины. Открываются двери сами по себе, а ночью они слышат странные звуки. Creemos que se va a volver a abrir porque se escuchan ruidos. Literal se acaba de escuchar un ruido. No. No mames. Amor, no mames. No mames. В первом видео дверь в их спальню открывается. Это мужчина успевает заснять на камеру. Затем предметы на столе начинают падать без видимых причин. No mamen, chavos. Amigos, la neta es que nos habían prohibido grabar. Por eso que no habíamos subido nada. Ven, amor. Nos habían prohibido grabar en la casa. Pues porque según habita ahí un ente. ¿Y aquí qué pedo? ¿Creen que algo pues nos siga donde nos movamos? Literal no hay nadie. O sea, no hay nadie más que no sea Steph y yo. Ahora nada, o sea, no se mueve otra cosa, solo se mueve eso. В следующем видео, когда они отдыхали на заднем дворе, то заметили, как качели начинают раскачиваться, хотя на них никого не было. Еще несколько инцидентов было снято в их доме. Amor, ¿alcanzaste a escuchar? Vete a la verga. No mames. No mames, esa madrecita se movió. Qué cabrón. ¿Hay alguien aquí? В одном из событий предметы на кухне падали со стола, а когда они пошли проверить, то никого не обнаружили. ¿Qué pedo? Sí, no manches. ¿Alcanzaste a verlo? Sí. ¿Lo tienes grabado? Sí. ¡Verga! На еще одном видео, перед Рождеством, на их елке начинают шевелиться игрушки, а некоторые из них даже падают. Когда мужчина садится на стул, дверь за ним с силой закрывается так, что он даже вскакивает. Действительно ли этот дом населен привидениями? Или это все не более чем мистификация? Решать только вам. Призрак жены. Следующее видео найдено в ТикТок. Мужчина рассказывает, что испытывает необъяснимые вещи в своем доме последние 10 лет. Активность не казалась ему агрессивной, поэтому он мог ее игнорировать и продолжать спокойно жить. Но прошло время, и активность стала интенсивнее. Он решил установить камеры по всему дому, чтобы заснять реальные паранормальные явления, которые происходят в его доме. Он предполагает, что в доме обитает дух его жены, которая скончалась много лет назад. Он часто видел ее вещи, которые были разбросаны по дому. Думая, что это действительно она, этим он утешал себя. Давайте посмотрим, что же удалось заснять. This is just a quick update because I gotta get to work. But when I got up this morning to get my coffee, I walked into the kitchen and saw this. So I guess you guys were right that activity seems to be picking up because I have been, doing renovations. I replaced all this stuff, this
dishwasher, the stove, the oven hood there. But this morning when I came into the kitchen, I noticed the cabinet was open, and then I noticed this chair. So I checked the Ring video, and it definitely... And the refrigerator's been making a god-awful noise. It used to make another god-awful noise, like the fan bearings were screeching, and it was just such a loud whistle. Sometimes I'd just unplug it. But sometimes I could unplug it and plug it back in, and it would stop doing it. But now it's making this... Whoa! Okay, see, I didn't even move. I wasn't even moving. That's the first time that's happened since the last time. Okay, it's got to be a bed bearing, but I wasn't moving. Look at that. It's closed, and there's nothing on the edge. There's nothing on the edge that would, like here on this edge, that would push it out. Сначала он показывает свою кухню, на которой действительно происходят странные инциденты. Он рассказывает, что когда утром зашел сюда, шкаф был открыт, а также показывает последствия этой ночи. Для того, чтобы доказать своим зрителям активность, он также показывает видео с камеры, которая была установлена на кухне. Сначала можно увидеть, как стул двигается, а немного позже около него появляется аномалия, похожая на призрака. Спустя несколько секунд стул падает. В следующем видео мужчина искренне и трогательно рассказывает, что не знает, как реагировать на эту сущность. Говоря о том, что он ощущает, как чья-то рука лежит на его плече, он не понимает, как ему себя вести. Ему бы хотелось, чтобы это действительно была его жена, но он в этом не уверен. Уже спустя несколько дней он снова снимает паранормальный инцидент. Sounds like it's down at the end of the hallway. Right back there. That felt like somebody's right standing behind me. Holy fuck. That was somebody right behind me. It felt like their face was right here. Like they were really tall. I was frozen. I couldn't move. Oh. What the fuck? That's not my wife. And that's not Miss Potter. That felt like somebody
really tall. Он выходит в коридор, слышит чьи-то шаги и голос, будто кто-то просит помощи. Мужчина говорит, что он чувствовал, будто кто-то стоял позади него. Причем в этот момент было достаточно холодно, и он даже не мог пошевелиться несколько секунд. Через несколько дней, по рассказам мужчины, все стало еще хуже, и он уже стал убежден в том, что это не дух его жены, а нечто пугающее. Он думает, что вскоре с ним может случиться нечто ужасное, так как эта заблудшая душа, возможно, охотится за его жизнью. Не смотри назад. Следующее видео было найдено в ТикТок. Девушка по имени Никеша показывает свой макияж для подписчиков. Она находилась в доме одна и не ожидала увидеть кого-то еще. Только после того, как Никеша выложила видео, зрители начали писать ей, что позади нее находилось нечто жуткое. Okay, so I put it on. But yeah, I always feel amazing when I have red lipstick on. I don't know why. I don't know why. Когда она поворачивает камеру, обратите внимание на задний план. Никеша говорит, что это похоже на призрака, который просто сидел у нее на диване. Мистика везде, в каждом углу тени. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Контент морозит кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это фетиш. Смех сквозь темноту, юмора искра. Мистический канал истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм. Где призраки играют. Будешь смеяться и дрожать. Другая сторона. Нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Фермерский дом. Следующее видео было снято мужчиной по имени Фил, который любит исследовать разные места и показывать их зрителям в прямом эфире. В этот день он исследовал старый заброшенный фермерский дом и проводил прямую трансляцию. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Некоторое время Фил проводит в доме и исследует его. Как только наступает вечер, зрители видят то, от чего испытывают шок. По мнению комментаторов, мужчина заснял теневую фигуру в этом заброшенном доме. А что это было на самом деле, решать только вам. Тепловизор. Следующее видео было найдено на испанском канале о паранормальных явлениях, а первоначальный источник неизвестен. Можно увидеть, что мужчина проводит исследование в комнате, предположительно населенной призраками. Сначала не происходит ничего необычного, он показывает комнату и куклу, но когда мужчина достает тепловизор, он замечает кого-то или что-то.
What the hell? What is that? What the... Это нечто видно только с помощью тепловизора. На обычной камере оно не появляется. Мужчина говорит, что страшнее этот момент делает то, что гардероб стоит близко к стене. Там просто нет места для нахождения кого-то или чего-то. Поэтому он убежден в том, что это был реальный призрак. Многие зрители предполагают, что это могло быть паранормальное существо, которое каким-то образом может быть связано с куклой. А вы как считаете? Семейное фото. На следующем видео родственники собирались для общего фото. Когда одна из женщин снимала видео, она не сразу заметила что-то странное. Смотрите внимательно. Взгляните на женщину, которая стоит посередине. Кажется, сзади нее стоит нечто жуткое, даже неземное. Трудно понять, кого именно мы увидели, но часть зрителей предполагала, что это мог быть манекен. Другие писали, что это похоже на инопланетную сущность, у которой нечеловеческое лицо. Посмотрите еще раз и напишите в комментариях, кто же это был на самом деле. Беги. Когда мы бродим по лесу, то вряд ли ожидаем столкнуться с чем-то ужасным. Мы слушаем шелест листьев, пение птиц. Но на этого мужчину, как кажется, у Вселенной были другие планы. Vous allez dire moi ça par la grâce de Dieu. Je suis comme ça en train d'aller à l'école. Mais je pense que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. Donc je retourne à la maison. Конечно, на первый взгляд может показаться, что сущность позади него – обычный человек в костюме. Многие комментаторы писали, что это было действительно похоже на скинвокера, который может маскироваться под человека. Были и зрители, которые высказали точку зрения о том, что это может быть член племени. Несомненно, это было что-то мрачное с глубокими глазницами и не совсем пропорциональными конечностями. В следующем ролике, когда мужчина готовил себе ужин, произошло нечто странное. Инцидент был заснят на камеру наблюдения, и он все еще не может его объяснить. Сначала ничего особенного не происходит, но спустя несколько секунд рулон бумаги начинает двигаться на столе и падает. Обратите внимание на собаку. Как только рулон падает, она начинает лаять, но не на него, а на то, что мы с вами не видим. Как вы считаете, пыталась ли собака защитить своего хозяина, или таким образом она проявляла свой страх? Дом бабушки. Следующее видео снял Алекс Кальво в доме своих покойных бабушки и дедушки, которые, по его словам, преследуют его. Посмотрите.
Темные фигуры раз за разом появляются около Алекса, кажется, и правда преследуя его. В следующем видео Алекс считает, что нашел причину для всех этих жутких событий. Он нашел коробку с предметами, которые принадлежали его бабушке или дедушке. Дальние родственники рассказали, что в 19 веке его семья получила эти предметы в целях избавления от злых духов. Пользовался ли кто-то ими, неизвестно. Однажды ночью Алекс услышал звуки, которые доносились из его дома, и решил снять все на камеру. Посмотрите. Okay, trying again. Hearing sounds up here, like somebody's moving around. This stuff's been happening, but as soon as I pull my phone out, everything stops. I don't know. I don't know. Алекс заснял жуткую фигуру в коридоре, которая достаточно медленно перемещалась. Зрители писали, что фигура похожа на старого мужчину, и что это мог быть покойный дедушка Алекса. Алекс говорит, что черты лица действительно сложно различить, но он считает, что это одно из существ, которое живет в другом измерении и бродит по дому бабушки и дедушки. Теневая фигура. Следующее видео найдено на YouTube. Команда исследует дом, в котором предположительно происходит паранормальная активность после страшной гибели хозяина. Сначала ничего особенного не происходит, и мужчины решают использовать доску Уиджи. Вскоре после этого они снимают нечто действительно паранормальное. Давайте посмотрим. It said fell too, like down the stairs there. That would be a pretty hard fall. You could probably... It would be. Yeah, I hope it's not dying down already. I know, me too. It's like, how often does it happen where you have like the most activity and right away? And then it just dies immediately after? Yeah. Cause like even she like, responses on the Ouija board were just like dying out, like she'd only do like partial words or say yes or no. Yeah, I know. It was like, it would stop halfway through a bunch of the words, like, or the bunch of the letters. Yeah. And even halfway through Rachel, but it would stop like between the letters. Even when I said, like, hey, it did RAC, I'm like, okay, like, thank you, like, I don't need you to continue on. What? Shut up. What did you see? I heard the wrong. A shadow. Really? Rachel, are you Right here? from here, this way? Like over this way or that way? Oh God, that was me. Yeah. And even halfway through Rachel, but it would stop like between the letters. Even when I said, like, hey, it did RAC, I'm like, okay, like, thank you, like, I don't need you to continue on. What? Shut up. What did you see? I heard the wrong. A shadow. You didn't see it. No, I was on the landing. Oh. Yeah, it was like, man, a shadow. Holy fuck, that scared me. Oh, fuck. Okay. Hang on for a second. Rachel, thank you for... Is that the Quake pod? Можно увидеть странную теневую фигуру, которая пролетает над дверью. Она выглядит не так, как простая теневая фигура или силуэт. Мужчины думают, что они могли заснять дух человека, который скончался здесь. Как считаете, был ли это реальный дух или они это все подстроили? Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также напоминаю вам про наш телеграм-канал. Туда обязательно подпишитесь. Ссылка будет в описании. Также в описании будут и все ссылки на донаты. Это для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока!
all